И после таких событий сиди и гадай, кто лучше, животные или люди. Ты что фоткаешь? Кирилл. На самом деле это прекрасно, потому что я еще не начал записывать видео, но уже на мою тему тут появился кадр. Я имею в виду, бабушка ходит и собирает мусор в лесу. Мы просто утопаем в изобилии. Это проявляется во всем. Одежда, еда, покупки. Мы погрязли в суете, мы погрязли в материальности, мы погрязли в бытовухе. Еда, техника, игрушки, все что угодно. Мы стараемся производить больше, мы стараемся покупать больше, мы стараемся работать больше, потому что так нам говорит мода, так нам говорит окружение. Нам всегда хочется больше, это касается в том числе и психологического состояния. Мы потребляем контент в том количестве, которое не можем усвоить. Мы покупаем столько продуктов, сколько не можем съесть, и затем их выбрасываем. Мы покупаем новую одежду просто потому, что старая уже старая. Мы покупаем то, что нам не нужно, просто из-за того, что скидка на эту продукцию. Когда ты все это видишь вокруг, все вот эти крысиные гонки. И ты знаешь, почему это крысиные гонки? Потому что 30% всего, что ты видишь в магазинах, будет уничтожено, выброшено или утилизировано. Но вместо того, чтобы работать меньше, чтобы суетиться меньше, вместо того, чтобы производить в таком количестве, которое это действительно требуется обществу, мы продолжаем увеличивать этот пирог. Мы думаем, он будет расти бесконечно, забывая при этом, что ресурсы планеты ограничены, и было бы неплохо оставить немного места для наших будущих поколений, было бы неплохо оставить им хотя бы небольшой кусочек. Но зачем думать о будущем, зачем думать о тех проблемах, которых пока что нет? Давай будем наслаждаться жизнью и брать от нее все возможное и даже больше. Иногда нам кажется, что это остается только на материальном уровне. Это негативно влияет и на психику. По крайней мере, я за собой такое замечаю. Когда мы хотим потреблять больше, чем нам это действительно необходимо, когда мы покупаем предметы роскоши, когда мы тратим деньги на моду. Все негативно сказывается на нашей психике. Мы забываем, как радоваться простым вещам. Мы забываем, как наслаждаться пением птиц. Мы забываем, как наслаждаться солнцем. Мы забываем, как наслаждаться улыбкой простого прохожего человека. И мы также забываем, как наслаждаться тишиной. Я надеюсь, что мне удастся хотя бы обратить внимание на эту проблему, чтобы ты заметил, насколько неисчерпаемы твои желания. Знаешь, я не могу согласиться с Буддой, что желания нужно все искоренять, желания нужно все избегать, и проблема кроется в желаниях. Я бы сказал, что основная трудность в том, что желания управляют нами, нашим поведением, нашими решениями, вместо того, чтобы мы осознанно выбирали то, чего мы хотим, и стремились к этому. Не позволяй мнению окружения, не позволяй моде, не позволяй своим психологическим слабостям управлять тобой, указывать, что делать. Всего тебе хорошего на этом тернистом пути. С любовью, Кирилл. Это видео вышло эмоциональным, и оно вышло спонтанным, оно вышло необдуманным и неструктурированным. Все потому, что идея о нем пришла буквально вчера, когда я наслаждался погодой, наслаждался природой, наслаждался жизнью и, гуляя по лесу, увидел мусор, увидел лего и... Знаешь, многие могут спросить, а ради чего ты все это делаешь? Пускай уберется кто-нибудь другой, да ладно, просто не замечая этого. Но на последнее время я начинаю понимать, что ответственность за эту жизнь, ответственность за каждое решение, которое я принимаю, ответственность за каждый прожитый момент, за каждую прожитую и полученную возможность, это все, что у тебя есть. И если ты думаешь, что будет кто-то другой, никогда такого не произойдет. Делай все, что от тебя зависит, делай. Все зависит только от нас. Этот мир, эта планета. И когда ты теряешь эту нить, когда ты теряешь эту основную мысль, ты превращаешься в серое вещество, которое окружает тебя каждые будни. Карта сокровища.
Батарейки нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором. Тем более вообще в окружающую среду. Они токсичны, но как это объяснить этим людям? Я просто хочу посмотреть им в глаза. Просто если родители подают такой пример, что можно мусорить, можно выбрасывать, то что будет с детьми, которые вырастут? Они же... Это не твоя профессия, тебе за это не платят, пусть делают это уборщики. Опять-таки, все дело в ответственности. Я некомпетентен это делать, если мне за это не платят. Но если ты делаешь что-то только ради денег, я не знаю, что ты за человек. И просто представь, что это только несколько кучек пластмассы. А сколько мусора будет валяться после этого лета, после этих празднований, после этих шашлыков, после этих людей. По сравнению с грандиозными масштабами, в которых засоряется и загрязняется планета, мои действия — это капля в море, но я не считаю, что они безрезультативны, я не считаю, что они никчемны. Но даже если я смогу убедить хотя бы одного человека, который посмотрит это видео, чтобы измениться, чтобы пересмотреть свое отношение к потребительскому отношению, ко всему, к природе, к вещам, к людям, если я заставлю его задуматься, то я уже считаю, что это будет не зря.